Вы когда-нибудь задумывались, чьи руки воспитали тех, кто сегодня управляет сердцами миллионов? Мы привыкли видеть их на вершине музыкального Олимпа, но за каждым из 7 парней из БТС стоят обычные люди и их родители. Кто-то из них отдавал последние деньги за уроки танцев, кто-то в слезах разбивал компьютеры, пытаясь уберечь сына от жестокого шоу-бизнеса, а кто-то просто верил вопреки всему. Сегодня мы приоткроем завесу тайны и узнаем, в каких семьях выросли наши кумиры и через какие испытания им пришлось пройти вместе со своими близкими. RM. Наш гениальный лидер Намджун вырос в интеллигентной и довольно строгой обстановке в городе Ильсан. Его отец посвятил жизнь работе в крупной телекоммуникационной компании, а мама реализовала себя как успешный агент по недвижимости. Только представьте состояние родителей. Их сын входит в 1% самых одаренных школьников всей страны. Ему пророчили блестящее будущее в науке или кресле руководителя, но Намджун внезапно заявляет, что его истинное призвание – писать тексты и читать рэп. Разумеется, поначалу семья была в полном шоке. Мама, пытаясь вернуть сына к учебе, даже прятала его микрофоны и ломала технику. Ее можно понять, материнское сердце боялось, что суровый шоу-бизнес сломает ребенка. Но Намджун задал маме всего один вопрос, который расставил все по местам. Ты хочешь, чтобы твой сын был на 5000-м месте в рейтинге учебы или на 1-м месте в музыке? После этих слов они сдались и дали ему шанс. Также у Намджуна есть младшая сестра по имени Кёнмин. Лидер очень бережно охраняет ее личное пространство от назойливых камер, чтобы она могла наслаждаться спокойной и обычной жизнью. Джин. В интернете часто можно встретить слухи, что Сакджин родился с золотой ложкой во рту. На самом деле его семья жила в достатке исключительно благодаря огромному трудолюбию главы семейства. Отец Джина – генеральный директор компании, а мама – потрясающая женщина, от которой нашему мировому красавчику и достались его идеальные черты лица. Сакджин рос в атмосфере тепла и поддержки. У него есть старший брат по имени Сакджун. Как и все обычные мальчишки, в детстве они могли подраться из-за места за компьютером, но сегодня они самые близкие друзья. Вы наверняка слышали, что братья вместе открыли ресторан японской кухни в Сеуле. Там Сакджун берет на себя все управленческие задачи, а Джин во всем ему помогает. Брат всегда был на стороне Сакджина, даже в те времена, когда тот был всего лишь неуверенным в себе стажером. Недавно наш артист стал дядей. Глядя на то, с какой нежностью он заботится о маленьком племяннике, понимаешь, как много любви вложили в него его собственные родители. Шуга. История семьи Юнги всегда заставляет сердце сжиматься от боли и одновременно наполняет невероятной гордостью. Он вырос в городе Тэгу в очень бедной семье. Бывали дни, когда парню приходилось выбирать, пообедать или потратить эти деньги на билет на автобус, чтобы доехать до музыкальной студии. Родители Юнги долгое время были категорически против его мечты. Они не просто не верили в него, они буквально пытались уничтожить его увлечение, рвали тексты песен и выбрасывали тетради со стихами. Но за этим стояла не жестокость, а страх. Живя в постоянной нужде, они просто хотели для своего сына стабильной и безопасной жизни в обычном офисе, где ему не пришлось бы голодать. Единственным человеком, который протянул ему руку помощи в то время, был его старший брат. Именно он поверил в талант Юнги и пошел с ним на самое первое прослушивание. Долгие годы между Юнги и его родителями стояла глухая стена непонимания. Все изменилось лишь тогда, когда на одном из огромных концертов БТС он внезапно увидел их среди зрителей. Прямо на сцене он не смог сдержать чувств и поклонился им в пол. В тот вечер они наконец приняли его путь. Сегодня его родители управляют уютным заведением и до слез гордятся сыном, который доказал всему миру, даже самая смелая мечта может стать реальностью. Джей Хоуп. Наш лучик солнца, Хасок, вырос в городе Кванджу, и его семья – это живой пример невероятного материнского самопожертвования. Его отец работал школьным учителем литературы. В Корее это очень уважаемая, но строгая профессия, поэтому папа поначалу был сурово против того, чтобы сын сутками пропадал на танцполе вместо того, чтобы учить уроки. Но мама поверила в Хосока безоговорочно.
чтобы оплатить его дорогостоящие занятия в танцевальной академии, она уехала на заработки в другой город и бралась за любой тяжелый труд. Если вы когда-нибудь плакали под его сольную песню под названием «Мама», знайте, это его искренняя благодарность женщине, которая отдала ему всю себя. Также у Хосака есть старшая сестра Джоу. Она настоящая красавица и успешная бизнесвумен, которая создала собственный бренд одежды. Они с Хосоком невероятно близки, постоянно обмениваются забавными кадрами и поддерживают друг друга. Глядя на эту семью, понимаешь, откуда в нем столько внутреннего света. Он просто вырос в лучах безграничной любви своей матери. Чимин. Семья нашего пусанского ангела Чимина – это самая настоящая тихая гавань, где всегда царит уют и бесконечная забота. Его отец владеет популярным кафе, которое давно стало местом паломничества для фанатов со всего мира. Папа Чимина – удивительно чуткий человек. Он завел прекрасную традицию. На каждый день рождения и по любому важному поводу он отправляет сыну роскошные букеты цветов. К ним он обязательно прилагает небольшие записки, полные слов поддержки и любви. Только представьте, как важно артисту, который изнывает от многочасовых тренировок и разлуки с домом, знать, что его всегда ждет такая надежная опора. Родители никогда не пытались навязать Чимину свою волю. Увидев его природную грацию и редкий талант, они просто позволили ему заниматься современными танцами. У Чимина также есть младший брат по имени Джихён, который внешне невероятно на него похож. Хотя брат ведет закрытый образ жизни, Чимин относится к нему с огромной ответственностью и нежностью. В этой семье вы не найдете громких драм или историй о борьбе с нищетой, но зато в ней есть ровный и согревающий свет родного очага. Ви. Тэхён – парень из очень простой фермерской семьи, и его путь к славе трогает до глубины души. Поскольку его родители трудились в поле с раннего утра до поздней ночи, чтобы прокормить детей, до 14 лет Тэхёна воспитывала бабушка в деревне. Она была для него целой вселенной, и мамой, и папой, и лучшим другом, который защитит от любых невзгод. Тэхён всегда вспоминает о ней с особой теплотой, ведь именно бабушка научила его быть таким искренним и чутким. К огромному сожалению, она ушла из жизни как раз в тот момент, когда группа начала набирать мировую популярность, и для него это стало тяжелейшим ударом. Но у Тэхёна также есть потрясающий пример перед глазами – его отец. Тэхён не раз признавался в интервью, что его главный кумир – это папа, и он мечтает когда-нибудь стать таким же замечательным родителем. Был случай, когда во времена стажерства Тэхёну стало невыносимо трудно. Он в слезах позвонил отцу и попросил забрать его домой. Папа не стал его ругать или призывать терпеть через силу. Он мягко ответил: «Тебе слишком тяжело? Тогда ты можешь все бросить прямо сейчас. В мире полно других профессий, мы обязательно найдем что-то для тебя». Эта поддержка дала Тэхёну силы не сдаваться. Также у него есть младший брат и сестра, которых он очень любит, хоть и редко видит из-за плотного графика. Чингук. Наш Чингук вырос в удивительно крутой, свободной и творческой атмосфере в городе Пусан. Его родители создали семью довольно рано, и, как со смехом вспоминал сам артист, именно мама проявила инициативу и начала ухаживать за папой, потому что он был невероятно красив. Если найти все эти старые фотографии отца Чингука, можно увидеть, что он выглядит как настоящая звезда кино. В молодости папа профессионально увлекался боулингом, а мама всегда отличалась невероятной пробивной энергией. Главный дар, который родители преподнесли Чингуку, это полная свобода выбора. Они никогда не заставляли его часами сидеть над учебниками или зубрить сложные формулы. Даже когда мальчик приносил из школы плохие оценки, они не ругали его, мудро понимая, что жизнь гораздо шире школьных стен. И единственное, за что мама могла наказать его по всей строгости, это нечестность. Благодаря такому доверию и легкому отношению к жизни, Чингук смог решиться на отважный шаг, еще совсем ребенком поехать в Сеул, чтобы профессионально заниматься музыкой. Также у Чингука есть старший брат по имени Чинхён. Он невероятно одаренный художник и раньше часто радовал фанатов забавными карикатурами на участников группы в своих социальных сетях, поддерживая младшего брата во всех его начинаниях.